Привет, привет, с вами Алена. И, пожалуйста, устраивайтесь поудобнее. Сегодня очень интересный и необычный контент. В гостях у нас молодой человек, которого послала к нам девушка. И жалоба его заключается в том, что у него есть некая тенденция на врастание ногтевой пластины. И, в принципе, обычно он справлялся сам, но его девушка подписана на наш канал, и она сказала, что здесь точно помогут. Поэтому будем работать. И опережая все вопросы, которые могут у вас здесь появиться, да, это врожденная деформация, и молодой человек является спортсменом, он паралимпийец и играет в футбол. И носит он самую обычную обувь, просто ищет пошире. А то, что ноготь вырастает, это в принципе логично, потому что он не совсем там, где должен находиться, и, конечно, это вызывает некоторые сложности. Как видите, пальчик заходит вовнутрь, и, в общем, вот что случилось, то случилось. Поэтому будем работать. Ситуация нестандартная, но, тем не менее, помочь необходимо. Поэтому решили поставить коррекционную систему и воспользоваться тейпом, оттянуть вот этот самый боковой валик. Девушка его, кстати говоря, просто устала смотреть, как он справлялся с этой проблемой самостоятельно. А он действительно справлялся, что-то там подрезал, подковыривал, и вроде как было ничего. Но когда он узнал, что и эту ситуацию можно решить другим путем, он сразу же решил, что именно так он и поступит. В общем, установили мы тейп, естественно, разговаривали, спрашивали, как он себя чувствует, не больно ли ему. Честно скажу, такой опыт у нас впервые. И знаете, что хочу сказать? О жизнерадостности, позитивности у этого человека еще поучиться надо. Он ведет активную спортивную жизнь, он является спортсменом. И, кстати говоря, за работой мастер Елена. И он ей рассказывает, что вот он играет в футбол, а Лена говорит, а я даже в спортзал не хожу. То есть вот этот человек играет, а мы даже до спортзала дойти не можем. Поэтому на таких людей еще равняться нужно. Ну и, конечно, если, не дай Боже, будут какие-то комментарии не очень лицеприятные, сразу все полетят в бан. Я всех предупредила, потому что я считаю, что нужно сохранять чувство такта и достаем свою толерантность из карманчиков. В общем, ситуация непростая, но работаем по стандарту, то есть наносим также наши праймеры и все, что нужно для сцепки, просушиваем нашей лампой. Кстати говоря, во время работы с такой лампой клиентам мы даем специальные очки, потому что им интересно, они смотрят, а смотреть, ой, как не полезно на такой яркий свет. А сам мастер пользуется вот этим оранжевым стеклышком, то есть мы наблюдаем за процессом через стекло, которое делает этот свет невредным, а клиент сидит в симпатичных таких очочках. А дальше мы будем стараться установить титановую нить. И, конечно, это было непросто, потому что не понимаешь, в какую сторону тянуть, поэтому мы решили его помочь нам подержать пальчик. Да, с руками у него та же самая ситуация, это врожденное состояние, такое и иногда бывает. Поэтому он нам придерживает пальчик, Лена пытается пристреляться, приставляет титановую нить, и сейчас будем выкладывать композит таким образом, чтобы у нас все зафиксировалось. Честно говоря, вот в такие моменты хочется прям нанять ей какого-то, что ли, ассистента. Кстати говоря, стоматологи работают именно с ассистентами. Все мы помним, как приходишь в стоматологическое кресло, и он там что-то делает, и вот этот ассистент где-то слюньку вытирает, где-то лампочку подержит. В общем, вещь нужная. Как видите, вот положила вроде лампу, пытается ее вытащить, там рука дрожит, и это вот каждый раз. И сегодня мы решили ничего не вырезать, то есть оставляем полностью весь процесс. Он, кстати, занял чуть больше 9 минут. Мы немножечко подрезали, здесь у меня видео на 8:29. Но в общем и целом установка коррекционной системы на самом деле штука очень быстрая и простая, когда умеешь это правильно делать. А чтобы это правильно делать, нужно пройти обучение. То есть я категорически не рекомендую заниматься такими вещами, если вы не обучались, потому что есть нюансы, которых вы при всем желании, видя даже полный рабочий процесс, просто не заметите, и тогда можно навредить. Например, толщина вот этой титановой нити бывает разная, то есть бывает плотнее, а бывает тоньше, и разная толщина используется на разные типы вырастания ногтей, то есть где-то ноготочек мягче, там мы возьмем более тонкую ниточку, а где он пожестче, то возьмем потолще.
И это только один из множества нюансов, которые необходимо учитывать в работе. Поэтому всем рекомендуем, советуем и ждем пройти обучение. Из тех, кого я знаю, если в Москве, то это, как всегда, песчинка. У нее есть подоцентр и школа. Ну, а если вы в Казани, то у нас также стартовали подокурсы. У нас есть введение подологии, коррекционные системы, работа с мозолями и бородавками. В общем, все, что вам может понадобиться, у нас также есть. Но я ни в коем случае не призываю ходить прям только к нам или только к песчинке. В мире валом просто ценных, хороших специалистов. Поэтому выбирайте того, кто вам точно понравится. Вот здесь тоже произошел так называемый факап, потому что обычно мы используем другой прием, и обычно с этой стороны пальца ничего нет, но тут у нас есть нога, поэтому приходится держать и там, и тут, в общем, общими силами мы справлялись. Здесь было, прямо скажем, нелегко, потому что ты держишь пальцем, левой рукой выдавливаешь композит, когда у тебя правая рабочая, это уже неудобно, и, как видите, прям меткость на грани провала. Но мы стараемся, и на самом деле, когда вот делаешь какую-то такую вот нестандартную или сложную работу, и она получается, ты прям чувствуешь себя победителем по жизни. Ну и классно, что получается помогать людям. Вот, и в завершении видео, которое уже на самом деле подходит к концу, потому что мы устанавливаем вторую точку, и, в общем-то, тут больше делать нечего. Я хочу сказать, что мы, конечно же, объяснили, как устанавливать тейп, то есть про домашний уход мы тоже с ним все проговорили. И самое главное, на чем я хочу сакцентировать внимание, что если вас или ваших близких беспокоит подобная проблема, пожалуйста, обращайтесь к специалисту. Я не призываю ехать к нам, хотя люди почему-то едут из других городов, из других мест откуда-то. В общем, не призываю я конкретно к нам, но просто обратитесь к специалисту, который решит вашу проблему, ведь он точно знает. Это, знаете, как нанять клининг. Вот лично я дома не убираюсь, и сейчас полетят в меня помидоры и тапки, ну, просто потому что я делаю это не так быстро, не так качественно, как это может сделать профессионал, человек, который имеет в голове схему, там, тактику, то есть тот, который делает это быстро. И то же самое я хочу сказать про парикмахеров, да. Мы ходим стричь волосы к специальным людям, которые точно знают, как это делается. И с ногтями абсолютно та же история. Кстати, как всегда, добавили здесь тампонаду, и его научили, объяснили, как это нужно делать. То, что можно дать на домашний уход, мы обязательно даем, а то, что не получится сделать в рамках дома, а придется делать в подокабинете, все-таки лучше делать там. Поэтому каждому свое, каждый пусть занимается своим делом, для того и есть специалиста и профессионала. Ну а на этом я заканчиваю наше видео, со всеми прощаюсь, всем большое спасибо за просмотр. С вами была Алена, и пока-пока, и до новых встреч. Если понравилось, не забудьте подписаться и поставить лайк. Пока-пока!